Доброе утро. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли в столь ранний час в субботу. А тем, кто не из Москвы, спасибо, что вы приехали к нам и проделали такой далекий путь ради 2 дней. Я надеюсь, что насыщенных новыми знаниями и интересным опытом. Я хочу, по поводу конференции, я надеюсь, что вы разберетесь с 3 распределенными секциями, потому что вы можете на каждом зале видеть, что происходит в этом конкретном зале. Мы постарались, чтобы темы немного расходились, то есть цифровая секция отдельно, печатная отдельно, инфографика отдельно, чтобы вы постарались увидеть все, что вам будет интересно. По поводу программы, если будут какие-то вопросы, можете ко мне приходить, задавать вопросы. Я не помню, представился я или нет, меня зовут Светлана Максимченко, я председатель оргкомитета конференции уже который год. И любые вопросы можете мне задавать. А сейчас я хочу представить Vanessa Wyse, которая приехала к нам из Торонто, Канады, хотя на самом деле она австралийка, как я с удивлением узнала вчера. Она креативный директор газеты The Grid. Вот она принесла здесь несколько экземпляров, потом, думаю, можно будет посмотреть. The Grid — это новая газета, она появилась в мае 2011 года. Что удивительно, уже за 2011 год они взяли World's Best Design, награду от S&D, общества новостного дизайна всемирного. И вот Vanessa нам расскажет про то, как им это удалось за полгода, как они сделали такую прекрасную газету с нуля. Спасибо. Там еще же есть. Hi. So I'm Vanessa Wyse. I'm the creative director of The Grid from Toronto, Canada. Знаете, как меня уже вам представили, меня зовут Vanessa Wyse, я творческий директор газеты Grid из Торонто. And really excited to come and share The Grid with everyone here in Russia. Я очень рада возможности поделиться с вами всем, что я знаю про нашу газету под названием The Grid. Okay, so The Grid is a city weekly from Toronto, Canada, and we launched in May 2011. Газета начала выходить в мае 2011 года в городе Торонто, страны Канады. Она выходит 2 раза в неделю. Извините, еженедельник, раз в неделю. So any sane person could ask, why in 2011 would we try to create something new in print? Значит, все подряд спрашивали нас, с какой стати вдруг в 2011 году нам пришло в голову создавать новый печатный продукт. Especially when, Toronto has an extremely saturated media market and people are saying that print is dead. А особенно учитывая, что с одной стороны в Торонто очень насыщенный медийный рынок уже, а с другой стороны, учитывая, что все кругом говорили, что печать умерла. Are we crazy? Maybe, but we thought that we could innovate something and stand out and try to sort of prove that print is still a viable medium. В общем, все интересовались, не сошли ли мы с ума, но мы считали, что мы в состоянии не просто создать новый продукт, а создать нечто новое в отношении того, как печатные СМИ выглядят. So I'm going to talk about 5 of the things that have made The Grid a success. И я собираюсь перечислить 5 вещей, благодаря которым Grid оказался успешным проектом. And the decisions and the risks that we took along the way to try to change the paradigm on what a successful print publication could be. И еще расскажу вам о тех решениях, которые мы принимали с начала работы над этим продуктом, стараясь изменить парадигму обычного выпуска печатных изданий и найти такие решения, которые принесут нам успех. So I'm originally from Australia, where I studied in custom publishing, corporate design, and also consumer magazines like Cosmopolitan Australia. Как уже говорила Света, я изначально из Австралии, занималась я промышленным дизайном и журнальным дизайном.
магазин журналов типа «Космополитен». In 2000, I moved to Toronto, Canada, where I started working in the Globe and Mail in their magazine division. А в 2000 году я переехала в Канаду, в Торонто, и начала работать в газете Globe and Mail, в издательстве Globe and Mail, в их журнальном подразделении. For the next 10 years, I worked with a really amazing team designing Report on Business magazine. И в течение 10 лет последующих этой работы я собрала вокруг себя действительно потрясающую команду и журналистов, и дизайнеров, которые работали над журналами. And it was there that I developed a love of charts and graphs. Именно тогда я разработала массу всяких графиков и диаграмм. And I came to appreciate the absolute importance of an amazing photo director. Именно тогда я поняла, что безумно важно иметь действительно хорошего фотодиректора. The satisfaction of kerning and massaging each and every letter on every page. Именно тогда я научилась тому, как это замечательно, когда есть возможность найти точное место, идеальное для каждой буквы на каждой полосе. And how the perfect team in a collaborative atmosphere can create almost anything. Именно тогда поняла, как действительно идеальная команда в творческой, такой коллективного творчества атмосфере может сделать просто что угодно. In 2010, my current publisher came and asked me if I wanted to help him rethink what a city magazine could be. В 2010 году наш тогдашний издатель пришел ко мне и спросил, не хочу ли я помочь ему, так сказать, найти какие-то новые подходы к тому, как должен выглядеть городской журнал. And at first I said no. Я сказала нет. I was looking at a great team that was pushing all the boundaries of what a business publication could do, and I didn't want to leave. Я работала в потрясающем коллективе. Мы находили какие-то совершенно безграничные возможности, расширяли возможности до безграничности того, что может делать деловая публикация, можно сделать деловая публикация. И я совершенно не хотела это все бросать. But the more that I talked to him, the more excited I became about being part of something that was brand new. Но чем больше он со мной на эту тему беседовал, тем больше меня эта идея увлекала, начать что-то совершенно новое. Something that nobody had ever seen before that helped us all celebrate, the love that we have for Toronto. То есть такого издания не было раньше никогда, и издание помогло бы нам выразить всю нашу любовь, которую мы испытывали к собственному городу Торонто. So from that moment on, there was no way that I was not going to be part of this project. Так что в конечном счете я поняла, что нет, я вот все брошу, а этим проектом заниматься буду. And I remember him clearly saying at that point, we will either be a spectacular success, a spectacular failure, but either way we're going to be spectacular. И в этот момент, как бы так я себе представляла будущее, либо это будет грандиозный провал, либо это будет грандиозный успех, но в любом случае это будет что-то грандиозное. And in May 2011, the grid was born. И вот в мае 2011 года The Grid вышел впервые из печати.
we a magazine or newspaper? Okay, I would say that we are a bit of both. So magazine is a Мы журнал или мы and we would be the газета? Я бы сказала, что мы и то, и другое понемножку. We're a magazine that looks like a newspaper. Мы журнал, который похож на газету. Magazine. Нет, мы журнал. 100%, right? На 100%. Я бы сказала, скорее газета, которая хочет стать журналом. Мы то и другое. Мы хотели сохранить актуальность газеты, но нам очень нравится упаковка журнальная. A red pen? What is it? Just watch videos of dogs. And pretzels? They're all in one. Radio is Poland. I think before that was onions. Before that, probably was sweet. I love onions. Так, это мы пытались Ванесса как-то остановить и не поняли. Кто-нибудь понимает, как оперировать этой аппаратурой? Свет, ты понимаешь, как ей оперировать? Как там останавливать и снова запускать? Да, она как покатилась, так ее не остановить. Нет, как? Она на этом компьютере не знает, как останавливать. Это ее компьютер вообще. I don't know how to get to it. Мы просто пытаемся теперь сделать так, чтобы можно было тормозить и переводить, что там написано. We can just stick them in. 12 мая 2011 года, за 5 часов до выпуска этой газеты, вам дальше будут показывать видео. Для выхода первого номера 52 художника, 44 320 кусочков мела. Вот они, это рекламная кампания, чтобы все кинулись покупать первый номер газеты. Они отправили детей на улицы рисовать ту самую сетку и рекламировать выход новой газеты. The Grid означает сетка или решетка. Пропустим. Это мы пропустим, да. А теперь, значит, начинается обсуждение того, газета это или журнал. So, you know, what is the grid? Итак, что такое The Grid? Okay, the grid is much more than a magazine or a newspaper. It's an entire brand. So it's a vehicle for us to celebrate the way that we see the city and provide a curated approach in how to experience it. Значит, это не просто газета или журнал, это целый бренд. И для нас это способ, во-первых, демонстрировать нашу любовь к городу, а во-вторых, помогать всем направлять всех, как кураторы, к тому, что из этого города можно извлечь, как с ним познакомиться. We do this in the various different ways. So we have a weekly print publication, we have a website, an iPad app, lots of social media initiatives, and also numerous sponsored events. И, значит, в качестве бренда Grid охватывает целый ряд продуктов. Это печатный журнал, это веб-сайт, это приложение для iPad и еще куча всяких акций. Basically, I'm going to talk mainly about the print publication because that's what I love to do and that's where my heart and soul is. В основном я буду рассказывать о печатном продукте, потому что именно этим я люблю заниматься, это главная сфера моей компетенции. So during the world's best judging, the judges said about the grid, any big city with respect for itself should get a good shit gorilla guide just like this.
Когда мы получили наш лучший газетный дизайн на СНТ, то члены жюри в своих комментариях сказали, что каждый крупный город на планете должен иметь именно такую публикацию о себе. In the movie that you didn't quite see was all of my staff, and they're talking about the best parts about working at the Grid and what they do. So it sort of helps to prove what a guerrilla guide the Grid really is. В том видео, которое вам так не получилось показать, потому что невозможно было паузу делать, там большинство моих сотрудников рассказывают о том, за что они любят Grid и почему им здорово там работать. So, everyone at the Grid does parts of everything. Nothing's too big, nothing's too small, and nothing's impossible, regardless of the time frame. Кроме того, они говорят о том, чем им там приходится заниматься. Шутят. Но на самом деле все сотрудники Grid, все творческие сотрудники Grid готовы делать все. Для них нет мелких задач, для них нет крупных задач, у них нет, так сказать, ограничений по времени, они готовы работать сколько угодно. So the Grid's a free city weekly for people in their 20s and 30s. Мы стараемся в качестве своей целевой аудитории представлять 20-30-летнюю молодежь. And our original mandate was to create something that was obviously financially successful, but also reach and impact a younger audience. И изначально задача наша была, во-первых, конечно, создать продукт, который будет иметь финансовый успех, а во-вторых, продукт, который привлечет молодежь. We're owned by the Toronto Star, and their readers were just getting older, so there was definitely a need for a product like the Grid to reach that younger audience. Журнал принадлежит издательству Toronto Star, основная аудитория у него стареет, и им явно было необходимо создать что-то для молодежи. Things that I couldn't change, we couldn't change the paper stock, the way that it was distributed, the frequency, or the fact that it was free. Значит, когда мы приступали к этому продукту, были вещи, которые я не могла поменять. Я не могла поменять то, на какой бумаге оно печаталось. Я не могла поменять периодичность выхода, я не могла поменять систему распространения. И я не могла поменять тот факт, что газета бесплатная. So naturally, being a bunch of magazine people, we decided to try to create a hybrid publication. Поскольку мы все перед этим работали в журнале, вся наша команда, мы решили создать некую гибридную публикацию. We wanted to, something that looked and read like a magazine, but was more physically akin to a newspaper. То есть мы хотели создать продукт, который был похож на журнал, и который надо было читать как журнал, но чисто по физическому ощущению, который был ближе к газете. We wanted to turn the idea of a free urban weekly on its head and try to challenge the misconception that because it's free, that it has a low intrinsic value. Кроме того, мы решили поставить с ног на голову идею о том, что бесплатные городские еженедельники, они, собственно, и ценность имеют невысокую. So a product that has relevant content, clean and contemporary design, and highly produced original photography. Поэтому мы старались сделать продукт актуальный для города, с красивым, чистым, четким дизайном, с собственной замечательной фотографией. Something that the readers were reluctant to throw away at the end of the week, despite the fact that it was free. То есть продукт, который читатели не так легко будут выбрасывать, просмотрев, несмотря на то, что он бесплатный. We wanted to look at the city from a new vantage point, start from a place of affection and curiosity and enthusiasm. И мы хотели посмотреть на город и показать город с новой точки зрения, с точки зрения любви, всяких теплых чувств, восхищения и энтузиазма. And talk to sort of downtown city dwellers about the things that affect their quality of life: real estate, food, bars, theater, city politics, and so on. И, собственно, газета предназначалась для деловых жителей центра города, и мы собирались обсуждать с ними вещи, которые влияют на качество их жизни. Недвижимость, еда, искусство и развлечения, политика городских властей и тому подобное. So from the beginning, we kept using the tagline "street level in Toronto," so something that was very grounded in the city.
То есть с самого начала мы старались держать газету как бы на уровне мостовой города, старались, чтобы она была очень близка к тому, что в городе происходит и чем горожане живут. This enabled us to sort of stay true to the editorial voice that we had, and also the look and the feel that we thought represented the city. This enabled us to stay true to the editorial voice. И это позволило нам, во-первых, не изменять как бы собственному журналистскому стилю, and the look and the feel that we thought represented the city. И не изменять вот, внешнему облику продукта, который, как мы считали, соответствует облику города. We use maps, timestamps, lots of street interviews, and documentary environmental photography to do this. И для этого мы очень активно использовали городские карты и планы, всякие календари и графики и массу уличной и документальной фотографии. Placing readers in the city whenever possible. То есть при каждой возможности, на каждой полосе мы старались сделать так, чтобы читатели увидели свой город. This is not an aspirational product, but a very utilitarian approach. И это как бы не такой, как сказать, не чисто креативный, не столько творческий продукт, сколько очень утилитарный подход к продукту. If you live in Toronto, these are the things that you need to know about your city. Если вы живете в Торонто, постоянно есть вещи, которые вам надо знать о том, что в городе происходит. When we entered the S&D awards, we didn't even know what all the categories were. We don't even know if we're a newspaper or a magazine. Когда мы подали заявку на участие в конкурсе S&D, мы даже не знали, в какую категорию ее подавать. Мы не понимали сами, газеты мы или журнал. But we managed to convince the judges that we were a hybrid product because we won both in the magazine and the newspaper categories. Но в итоге мы убедили жюри, что мы гибридный продукт, и победили и как газета, и как журнал в обоих номинациях. So this is my first project on newsprint, and not only is it newsprint, but it's the cheapest, greyest, worst possible form of newsprint. Это был мой первый как дизайнер продукт, который выходил на газетной бумаге, причем не просто на любой газетной бумаге, а на самой дешевой, самой серой, самой мутной и так далее. So I spent my entire career in glossy magazines. Так что после моих предыдущих 10 лет, когда я занималась глянцевыми журналами, so you can imagine the conversations that I would have with the printers when my paper would come back. Можете себе представить, что я говорила, когда моя газета появлялась из типографии, что я говорила печатникам. So these are some of the images I would send, something that I worked with a photographer on, and that's on the left. То есть как вот так вот это вот выглядело. Вот слева было то, что мы, слева здесь вы видите, то, что мы подготавливали с фотографом, долго над этим работали. And then on the right is what I would get back, and we called that the veil of sadness. А справа было то, что мы получали из типографии. Называли это покровом печали. So I'd call the printers, and every day I would be told very patiently, this printed perfectly for newspapers. Так что я звонила в типографию каждый день, и мне со страшным невыносимым терпением каждый раз отвечали, что они выдают идеальные результаты для газет. So I hired a color imaging company that helps me to keep the conversation open between myself and the printer. Тогда я наняла компанию по управлению, которая занималась управлением цвета, созданием цветных изображений, и с их помощью продолжала диалог с типографией. So that way the printer knows what I'm expecting to see when the colors are reproduced. То есть они помогали мне объяснять и демонстрировать, что вот это должно быть напечатано, и вот так это должно выглядеть, когда нужные мне цвета воспроизводятся на газетной бумаге. So the 5 things that we knew that we had to have even before we had named the grid. Еще даже до того, как мы придумали название для этого продукта, позвали его The Grid,
Мы знаем, что нам нужно добиться 5 вещей. One, large documentary style photography. Первое, нам нужны были большие, очень большие документальные фотографии. Two, a fun, lively, and humorous editorial tone. Два, нам нужны были веселые, юморные, легкие такие журналистские тексты. Three, we wanted various entry points into each and every story. Три, для каждого материала мы старались ввести несколько точек входа. Four, we wanted no traditional magazine sections, but more sections that were closely tied to a newspaper architecture. Четыре, мы как бы отказались от традиционных журнальных рубрик и разделов и стали печатать это скорее по образцу газетных рубрик. And five, we wanted a modular cover that didn't necessarily have to have the main cover story as its largest item. И, наконец, у нас, значит, была модульная сетка для обложки. Совершенно не обязательно, при этом на обложке публиковался главный материал. Starting anything from scratch, there's always a huge risk of it going horribly wrong. Как вы понимаете, когда начинаешь что-то с нуля, всегда серьезно рискуешь с самого начала сделать все неправильно. But the truth is we never really deviated from what our original plan was. Но на самом деле в процессе работы над выпуском мы ни разу не уклонились от своего изначального плана. So here are the 5 things that we knew we had to have when we created the grid. Вот эти 5 вещей, только что перечисленных, мы хотели, чтобы они у нас были, когда мы начали работать над грид. И мы их получили. Huge photographs, the bigger the better. Во-первых, большие фотографии, чем больше, тем лучше. So the photographic identity of the grid is a huge part. We wanted it rooted in the city. Фотографии на самом деле как бы отличают грид от всего остального. Мы очень хотели, чтобы было очень много фотографий, отражающих реальную, актуальную городскую жизнь. We wanted everything to play off that idea of street level. Изначально как бы в лозунге, в слогане нашего издания речь идет о том, что это газета, которая выходит на уровне улиц, вот как рекламная кампания была нарисована на улицах и так далее. То же самое, вот этот уровень улицы, мы стараемся воплощать в фотографиях. And we wanted to show each and every part of the city, flaws and all. И мы стремились отражать в фотографиях все районы, все уголки города со всеми их недостатками, если они там были. And we rejected a more polished and produced style of photography and went more for a documentary. И мы решили, что мы не хотим такой более привычный для журналов использовать, более отлакированный, более постановочный стиль фотографии, что мы хотим публиковать именно документальное фото. And this helps to give the reader the opportunity to feel like they're part of the action. И мы надеялись, что такого рода фотографии позволит читателям ощущать себя частью того, что происходит в городе. Sometimes we get to do these huge photographic executions. Иногда мы публикуем вот такие очень большие фотопроекты. And even though they're heavily art-directed and concept-driven, there's still a very raw beauty about them. И даже несмотря на то, что они, в общем-то, за ними есть замысел, как бы они специально подготовленные, все, тем не менее, всегда есть ощущение того, что это реальная картинка, а не постановка. This is one of the images that we did for our launch issue. The launch of the first issue. Это один из снимков, который мы сделали для нашего первого номера. We got 35 of the city's best chefs. Мы собрали 25 лучших шеф-поваров города. And we got them all to come down and buy a hot dog on the street. И заставили их всех там собраться и купить на улице хот-дог. They all came down. Some of them even brought their children. Все они там собрались, некоторые даже детей привели. And this was a huge accomplishment considering we hadn't even launched our first issue. На самом деле это было вполне себе достижение для нас, учитывая, что мы еще даже выходить не начали, они уже согласились
сотрудничать. And we managed to run this picture over 4 consecutive full pages. И вот эта фотография, она, значит, печаталась как бы с продолжением в 4 разворотах. So that was a great way, a great impact for our first issue. Получилось, произвело сильное впечатление. For our first anniversary, we did a second chef's guide. Когда мы праздновали годовщину свою первую, фотография была сделана для публикации путеводителя, справочника о шеф-поварах города и ресторанах. Спустя год, в нашу первую годовщину, мы выпустили второй такой путеводитель. And to try to follow this up, we came up with food trucks. И когда мы попробовали сделать что-то аналогичное, мы вместо этого сделали вот такие передвижные, как это, палатки, где еду продают. Food trucks were a really big story in Toronto. Toronto is a city where people love to eat. Вот эти передвижные, как это по-русски? Где еду продают. Вот такие вот фургончики с едой. Вот это на самом деле очень популярно в Торонто, потому что там жители очень любят есть. So it's 6 a.m. and it's freezing cold, and all the chefs came down to help make this a success. И опять 6 утра, страшно холодно в городе, но опять все шеф-повара собрались, чтобы этот проект у нас удался. Including one chef stripping down naked in the top corner. И видите, там в верхнем углу один из этих поваров вообще разделся догола. We had water fights, we had graffiti on the trucks, and even our 2 food writers got in on the action. У нас фургончики мы расписали всякими новостями и информацией. Значит, у нас собралась масса народу, и даже журналисты в 6 утра там все присутствовали и помогали этот проект реализовать. So once again, even though it's heavily art directed, the importance of showing the city and lots of action was an integral part of the picture. И еще раз, с одной стороны, это было, в общем, это была такая поставленная, подготовленная акция и все на свете, но с другой стороны, здесь были реальные фургончики, реальные улицы и реальная еда, которую на них можно было купить. То есть мы показывали, что происходит в городе. И успеха добились именно благодаря этому. So one of the things that I've learned is that great ideas are worth believing in. И один из уроков, который я в итоге извлекла, когда у тебя возникает какая-то сильная идея, не надо бояться в нее поверить. So I have pretty small budgets. They're larger than a daily newspaper, but they're much smaller than a magazine that I'm used to. У меня довольно маленький бюджет. Он крупнее, чем у ежедневной газеты, больше, чем у ежедневной газеты, но он маленький по сравнению с журнальным. So I worked really, really hard at creating a collaborative working process with the photographers. Поэтому я очень много времени уделяла тому, чтобы с фотографами начать работать действительно в коллективном сотрудничестве. They know that I'm going to take risks where other publications won't do that. И они знали, что там, где другие издания не захотят рисковать, я буду готова рискнуть. And this has sort of let me build a great roster of editorial and magazine photographers. И за счет этого у меня замечательный список, значит, всех фотографов, к которым я могу обратиться. И журнальных, и газетных, и так далее. Some of them are senior and award-winning, and some of them are on their first big job. Некоторые из них уже очень опытные, матерые мастера, а некоторые первый раз выпускники, первый раз нашли работу у нас. So this is a great story that we did on sperm in Canada. Вспомнила. Значит, это история про сперму, которую мы выпустили. Замечательный материал. We got a local comedy act, and we
dress them up as spoon. Значит, мы как бы собрали, пригласили ребятишек из местной театральной труппы и нарядили их сперматозоидами. And so with a conversation with our photographer and a lot of freedom, he came back with these great shots. И после, значит, наших тщательных и подробных бесед с фотографом, и после того, как он получил массу как бы творческой свободы после этого, вот он придумал эти замечательные фотографии. You know, so this is another example of how flexibility and collaboration can create great images. То есть это еще один пример того, как с одной стороны гибкий подход, а с другой стороны коллективное совместное творчество могут создать замечательные визуальные образы. Another one of my favorites is this smoking story. Одна из моих любимых историй – это вот этот материал про курение, как трудно курильщику в Торонто. You know, in Canada, it's cold like it is here in Russia. So, you know, we wanted to talk about you can only smoke outside. В Канаде так же холодно, как и в России, климат примерно такой же, но по закону курить уже можно только на улице. So we wanted to show how dedicated you must be to want to smoke out in the snow. Поэтому история о том, вот до какой же степени надо вот себя не жалеть просто, всего себя этому посвящать, чтобы, несмотря ни на что, курить на морозе. So we hired a special effects artist who created all the snow. Вот, и мы наняли художника, который мастер по спецэффектам, который нам вот устроил такой грим, и мы сделали эти фотографии заледеневшего курильщика. So each of our section openers lead with a big documentary style photography. Значит, каждая из наших рубрик, вот эта рубрика «Культура», например, обычно начинается, ведущий материал главный, начинается с большой документальной фотографии. So we direct our photographers to look for these in-between moments. Так что мы просим фотографов всегда следить, попытаться найти вот такие промежуточные моменты. One of the challenges that we have being a weekly print publication is that, you know, as soon as an event has happened, all the images are already on the internet. Одна из сложностей еженедельника, типа нашего, заключается в том, что когда происходит какое-нибудь событие, оно не успевает произойти, как все фотографии, все картинки этого события уже доступны в интернете. So we need to take a different look at these kinds of events and show our readers, you know, something they haven't already seen. И поэтому нам надо стараться, освещая практически те же самые события, найти какой-то другой аспект, что-то другое показать. Поэтому мы просим фотографов смотреть на них иначе, показывать то, чего читатель еще не видел. So we look for some, you know, behind-the-scenes type images. Like this is the National Ballet Company, the dress rehearsal for Alice in Wonderland. Мы ищем, допустим, какие-то фотографии за кулисами. Это, например, национальная балетная компания. Они поставили балет «Алиса в стране чудес», премьера прошла, бог с ней. А мы сняли, как они одеваются за кулисами перед генеральной репетицией. You know, or sometimes it's just showcasing somebody's small imprint on the way the city runs. Иногда мы делаем главной историей, что на самом деле какие-то достаточно мелкие события, мероприятия, акции, которые влияют на то, что получается в итоге из города. Just like this lady's joy of dancing in a local Portuguese festival. Это вот совершенно мелкий, маленький португальский фестиваль в маленьком квартале. И вот эти замечательные дамы, которые там с удовольствием танцуют, мы их сняли. Это небольшая вещь, она вряд ли попадет в крупную газету, но она показывает, что происходит в городе. You know, again, this makes people smarter about their city and shows them things that they're not seeing. И это, с одной стороны, заставляет людей как бы радоваться своему городу, улыбаться по его поводу. С другой стороны, показывает аудитории что-то, чего они, скорее всего, не увидели бы So choosing these less obvious moments and
showcasing them in a large format, that helps us to maintain that magazine feel. Именно потому, что мы выбираем для главного материала и главной фотографии такие нестандартные, неочевидные моменты, зато подаем их очень ярко и отчетливо. Это позволяет нам сохранять черты журнала, скорее, чем газеты. Each of the images has a timestamp and a map. К каждой фотографии прилагается календарь, время, когда снята, и карта. And this helps to provide a visual on, when and where in the city this moment took place. Чтобы всегда было понятно, когда и где в городе это произошло. So here are a few other examples of some of that documentary stuff. Вот еще несколько примеров такой фотографии, такого рода документальной фотографии. These are local kids that scale the fence to swim in the public swimming pools. Это местные дети, которые отправились куда-то купаться, лезут куда-то через забор среди ночи, плавают в чужом бассейне. And these are taxi drivers at the airport waiting in between fares. Это история про таксистов в аэропорту и что делают водители лимузинов и таксисты в промежутке между пассажирами, пока ждут пассажиров. So again, this showing a part of the city that people don't ordinarily see. То есть опять-таки мы рассказываем о том, что происходит в городе, но чего, как правило, жители не замечают или о чем не знают. Food photography. Food is a really, really big part of the grid. Дальше. Очень-очень существенной частью того, о чем мы пишем, является еда и, соответственно, фотографии еды. So I don't believe in perfectly styled food. I don't hire food stylists. Я лично не верю, что как-то еду надо гримировать и маскировать для фотографий. Мы не нанимаем таких стилистов, которые готовят блюда для того, чтобы их фотографировать. I want people to experience the feeling of the food, the sound of the dinner party or the restaurant. Я очень хочу вместо этого, чтобы, когда мы пишем о еде и показываем ее, люди буквально видели, слышали, ощущали, что происходит там за обедом или в ресторане. So the food's delivered to the photographer, and he sets it all up how he thinks it should be shown. Так что для начала я даю задание фотографу, фотограф аранжирует то, что, как он считает, надо показать. And then basically we tell him to add hands and action and start eating. А потом, когда все аранжировано, мы говорим фотографу, что надо добавить руки, какое-то такое-то действие и вообще начать есть. And just keep making a mess until it's gone. И в итоге они, значит, все это ели, устраивали кашу-малашу на столе, пока все не съели. В процессе фотографировали. So here's a few other examples of some of our food photography in the grid. Вот еще несколько примеров того, как мы снимаем еду. There's, the larger-than-life sandwich that on the right. Здесь, например, сэндвич гигантского размера. This was a story on sharing plates. Это история про то, как люди заказывают что-то, что потом едят все вместе. Несколько блюд. Одно блюдо на двоих и так далее, несколько блюд на многих. And the best way to showcase this being so large was across the 2 pages. И, соответственно, поскольку речь шла о том, как заказывается много, мы это сделали на разворот. These were our holiday cocktails. Это наши праздничные коктейли. Usually people will shoot these very perfect. Обычно такие фотографии тоже стараются сделать с такими идеально поставленными, вылизанными. But we like to make a mess. Но нам нравится устраивать кашу-малашу. Number 2, the tone and the humor of the grid. Значит, вторая вещь, которая обеспечила нам успех, тон и юмор. So this again is a huge part of our identity.
И это в очень существенной степени зависит от коллектива. И это большая часть нашей ежедневной жизни. The whole staff is constantly contributing to this. Все сотрудники газеты постоянно ищут что-то забавное, интересное и смешное. Most of the staff have been there since before we launched. Большинство сотрудников, которые у нас работают, работают журналом уже достаточно давно, еще до того, как он начал выходить. So there's a clear, thorough understanding on the voice of the magazine. Работали в журналах, так что они очень хорошо понимают, о чем наш журнал должен быть и как он должен звучать. One of the most important things is that we didn't want any exclusivity in the tone. Одна из очень важных вещей, мы совершенно не хотели, чтобы у нас было что-нибудь эксклюзивное в материалах. And we didn't want to take mean shots of people. И мы не хотели, чтобы у нас были фотографии людей, которые показывали с какой-то дурной стороны, недоброжелательные, красивые. And that's one of the things that we noticed in the industry, especially in weeklies, that they were, taking mean, cheap shots. Это одна из вещей, которые нам не нравились в нашей отрасли, особенно в еженедельниках. Очень много таких каких-то компрометирующих, неприятных, уродливых фотографий людей. We thought that we could have fun and laugh at ourselves. That was okay. Мы считали, что как бы смеяться над самими собой это нормально. I thought that was a very surprising and youthful energy that it gave. Мы считали, что это как раз и заставит нас быть такими более молодежными, более забавными. So we wanted to sort of build trust and credibility with our readers, and we felt that we couldn't do that if we were constantly, taking cheap shots. Но кроме этого мы хотели, чтобы наши читатели нам доверяли, относились к нам по-доброму. А если все время обижать свою публику, публикуя такие фотографии дешевые, этого не добьешься. On the left is our annual 50 great people in the city. Слева это наш номер с проектом, который мы делаем ежегодно, 50 выдающихся горожан. And we decided to create a mensch award that we handed out to everybody. И мы решили сделать наш собственный приз, который раздавали этим 50 выдающимся горожанам. And on the right, that's our mayor in the middle. The city mayor. А справа, вот в середине на фотографии, городской мэр. He had experienced a bunch of media issues and policy setbacks, and so we decided we wanted to help him out. У него как-то в это время была масса проблем и со СМИ, и в городской политике. Мы решили, что мы хотим ему помочь. Here on the left is our working dogs issue. Слева здесь номер, который мы посвятили служебным собакам. Собакам, которые работают в самых разных областях. And we even added the additional R in the logo. И даже в честь этого добавили в название журнала еще одну букву «Р». Получилось «Грид». And on the right, that's our annual student guide, which is in all city magazines. Справа наш ежегодный путеводитель, справочник для студентов, он выходит на самом деле во всех городских изданиях. But we turned it into the Grid's Guide to Living Broke and Living Large. Но мы его как бы тоже со своей стороны, со своей точки зрения подали. Это материал для студентов про то, как остаться без копейки и при этом много тратить. The Toronto Film Festival is one of the largest film festivals in the world. Кинофестиваль в Торонто — один из крупнейших фестивалей мира. And so every media outlet covers it, so we needed to cover it differently. Опять-таки, о том, что там происходит, пишут абсолютно все СМИ, нам нужно было найти свой способ. So we wanted to sort of take the perspective of the fans. Поэтому мы решили освещать кинофестиваль с
с точки зрения фанатов. And so we created the Starfogger's Guide to TIFF. That's not a word, I'm sure. We made that word up. We made that up. И мы создали, они придумали сами это слово в природе, Starfogger. Значит, это справочник, справочник для тех, кто гоняется за звездами, кто сходит с ума по кинозвездам. Справочник о кинофестивале для тех, кто помешан на кинозвездах. So we took Russell Peters, who had a movie in the festival. И вот Рассел Питерсу, чей фильм показывали на фестивале. And he played both the celebrity and the crazy fan. И, соответственно, картинка про то, как выглядит знаменитость и безумная фанатка. Он у нас был, как наша дежурная знаменитость, а все это было про фанатов. Вот он бегает от фанатов. A lot of publications will tell people what to think, what to buy and how to behave. Очень многие издания как бы учат читателей, что надо думать, что надо покупать, как надо себя вести. But we don't do that. We actually ask the readers what they think about trends. Мы стараемся этого не делать. Мы вместо этого опрашиваем читателей по этому поводу. So we'll identify what's cool, but we won't tell you how to feel about it. То есть мы в итоге указываем на то, что в данный момент круто или модно, но не поучаем аудиторию насчет того, как к этому относиться. So these are three of our staff members. Эти три девушки наши сотрудницы. And we sent them out on the street and we asked people what they thought of their hairstyles. Мы их отправили на улицу и провели опрос, что люди думают про их прически. The middle one wasn't very popular. Nobody liked it. Вот то, что в середине, никто не полюбил. Она никому не понравилась. So culture and fashion and food writing can often become very precious. Значит, когда мы в итоге пишем перманентно только про еду, про искусство и про моду, это может на самом деле надоесть. But we're constantly fighting against that with our choice of display copy and the language that we use. Но мы все время стараемся что-то, чтобы этого не произошло. Мы стараемся менять и то, как мы это оформляем, и то, в каких выражениях мы это освещаем. And sometimes we get the most unlikely contributors. Иногда у нас появляются очень необычные авторы. This is a staff member's Italian nonna. Это наш тоже сотрудник. Ее зовут Нонна, она итальянка. Who did a frozen pizza smackdown. И она, значит, сделала нам обзор того, как можно превратить замороженную пиццу в что-то съедобное. Number 3, the details and all the charts and infographics. Третья вещь. Очень важные детали. Это относится ко всем нашим графикам, диаграммам и инфографике. Being from a business magazine, И текстом на полях. I just love visualizing stories with graphics. Поскольку в начале своей карьеры я работала в деловом журнале, мне ужасно нравится разрабатывать инфографику, находить визуальные средства, рассказать ту или иную историю. Most of our readers are reading the magazine in transit, so on the bus, the streetcar, the subway. Очень многие читают нашу публикацию в дороге, в автобусах, в метро и так далее. So we need to have multiple entry points into every story. И сворачивают и так далее, собственно, номер. И нам нужно, чтобы в оформлении в итоге было много точек входа. So there's always something that you can take away from a story, no matter how you read the paper. То есть всегда можно что-то получить относительно этого материала, какую-то информацию получить достаточно, независимо от того, в каком виде вы читаете газету.
sometimes this is quotes, stats. Это могут быть какие-то цитаты на полях, это могут быть статистические данные. Small charts or larger complex charts like this one. Маленькие графики или вот такие крупные и сложные, как здесь. This alternate storytelling is a perfect example of how both the art and the editorial teams work with the grid. И масса вот таких материалов, таких альтернативных повествований визуальными средствами, это отличные примеры, идеальные примеры того, как сотрудничают у нас журналисты и художники. So neither the words or the images can work alone. То есть ни текст в таких материалах сам по себе не мог бы существовать, ни изображение, они только вместе. Number 4, the organization of the grid. Значит, четвертый аспект нашего успеха – организация нашей газеты. А грид означает сетка, сеть и модульная сетка тоже. As I mentioned before, we wanted to incorporate newspaper sections into the magazine. Я уже говорила, что мы хотели организовать наш как бы журнал, при этом с рубриками по газетному принципу. The A section is all about city, politics and news. Тетрадка буква A – это городские новости, политические новости и так далее. B is for lifestyle. Тетрадь Б – это, или рубрика Б – это lifestyle, все про жизнь, про прочее. C is culture. С – это культура. And D is the events and listings. D – это календарь событий, развлечений и так далее. So each of these openers incorporate all the things that make up the grid's identity. И в каждой из обложек всех этих рубрик мы используем то, что, собственно, отличает нас от других. So they have large documentary style photography, Большие документальные фотографии, timestamps and maps, карты и хронологии, lots of entry points into the page, много точек входа на полосу. and that sort of fun editorial tone. И вот этот вот такой юмористический, веселый тон журналистики. And so even though they're all slightly different, they're all part of that same family. То есть, хотя они все слегка друг от друга отличаются, понятно, что все они принадлежат одному семейству. Each of the sections have their own associated color. У каждой рубрики есть своя собственная колонка. And I use the CMYK colors almost exclusively. У каждой рубрики есть своя собственная цветовая палитра. Простите. И вот эти основные цвета я почти исключительно использую в оформлении всей тетрадки. And I've sort of found that they're really the only colors that print on our ad paper. На самом деле это цвета, которые, как я выяснила, единственные, цвета, которые нормально выглядят, когда их печатают на такой плохой бумаге. And colors only used for navigational purposes. При этом эти цветовые обозначения используются здесь только для удобства навигации. These are some pages from the lifestyle section. Это несколько полос из рубрики Lifestyle. And as you can see that, the cyan is used throughout this section. И вы видите, что циан здесь используется везде. So the actual grid of the grid is crucial to the architecture of the magazine. Как бы реальная сама вся модульная сетка очень важна для структуры журнала. These smaller partial ads, they're a challenge that we have to deal with every week. Вот эти маленькие рекламные объявления – это еще одна проблема, с которой нам приходится сталкиваться каждую неделю. So I needed to create a flexible grid that would allow my design team to still be able to design these pages. И мне нужна была гибкая сетка, которая, несмотря на размещаемую рекламу, позволяла бы моим дизайнерам все равно верстать полосы художественным образом. And still accommodate the late changing advertising.
И при этом находить место для рекламы, которая появлялась в последний момент. Number 5, the covers. Пятый принцип обложки первой полосы. One of the things I didn't mention is how we're distributed. Я пока еще не рассказывала, как газета распространяется. We come out in the little black boxes that you see on the left. Мы придумали вот такие коробки, ящики, которые вы видите слева, черные. And sometimes we're the only box on a corner, but quite often we're amongst a whole row of boxes. Иногда наш ящик единственный, который стоит на углу, но гораздо чаще мы оказываемся в ряду других. So I needed to sort of create something that would have maximum impact as people are walking past. Поэтому я хотела сделать так, чтобы мы максимально выделялись для прохожих, чтобы они хотели потом взять именно наш номер. One of the things that I do to do this is I print each cover in a glossy white card. Одна из целей, один из способов, которым я добиваюсь этой цели, каждую обложку я стараюсь печатать в стиле глянцевого журнала на яркой белой бумаге. And that sits in the glass panel at the front. И она вставляется в стеклянную панель. And this again helps to sort of another way that we can create a magazine-style presence. И это еще один способ заставлять воспринимать себя как журнал. Here's my back covers. Это вот набор таких обложек. So one of the other things that makes the grid differently is the collaborative approach that we have to the covers. И еще одна вещь, которая нас отличает от других, то, что над обложками мы работаем все вместе. This is the last thing that we do each and every week. И обложка верстается, дизайн верстка обложки делаются в последнюю очередь в ходе недельного цикла работы над изданием. So during the week we'll talk about the execution, whether it's photographic or type only. Так что мы целую неделю обсуждаем, как, собственно, мы в этот раз будем делать обложку, будет там фотография, будет ли это только типографика или что-то еще. But the actual design of the cover takes about 15 to 20 minutes. Но в итоге неделю мы это обсуждаем, и, собственно, дизайн занимает минут 15-20. So it's not that we don't think that the cover is important, but we've sort of discovered that waiting to the end is the way to truly capture the voice of the grid. И это не потому, что мы считаем, что обложка не сильно важная вещь, а потому что у нас так получилось, мы выяснили, что если мы будем делать ее в самый последний момент, в последнюю очередь, она на самом деле будет отражать содержание номера. The flexible template that we created, helps me be able to switch up each of the covers. Мы создали такой гибкий шаблон, и он позволяет мне много чего менять при верстке обложки. So no two covers are ever the same. Так что все обложки всегда разные. But if you were to remove the logo, they're still, they're all definitely grid covers. Но при этом, даже если убрать наш логотип, они все совершенно узнаваемы, как именно наши обложки. And another thing is we're not afraid to play with our logo. И кроме того, мы не боимся еще и наш логотип менять, играть с ним. We've had it sinking for a ship story that we had. Видите, здесь он у нас тонет, это история про затонувшее судно. We added the R in the dog cover. Мы добавили там букву R, когда писали про собак. And we've even encased it in ice for our winter beer. И даже когда у нас был номер про всякие зимние вещи, мы его покрыли льдом. So, just to finish up. И последнее, что хочу сказать. In today's print environment, there are more constraints than ever on the things that we do. В сегодняшней обстановке, в которой работает печатная пресса, то, что мы делаем, у нас очень много всяких ограничений и сложностей.
Whether that's budgets, resources, staff issues, lack of pages. Бюджетные ограничения по ресурсам, кадровые и так далее. But even with all these constraints, nobody can hold you back from creating good ideas. Но даже несмотря на все эти ограничения, ничто не мешает вам создавать замечательные идеи. That's why we do what we do. That's the fun stuff. И мы работаем, мы занимаемся тем, чем занимаемся, именно потому что нам это нравится. So combining these great ideas with risk-taking and making risk a part of the culture of the team. И если с одной стороны создавать выдающиеся идеи, с другой стороны не бояться рисковать и делать так, что риск – это вообще часть нашей производственной культуры. Encouraging people to talk and let that conversation happen. Если всячески поощрять людей к тому, чтобы они разговаривали друг с другом, помогать этим разговорам, общаться как можно больше. Sometimes the dumb ideas, those ones lead to the brilliant ideas. Иногда человек может начать с очень тупой идеи, а в итоге у всех вокруг возникнет блестящая идея. And having an art department that is approachable from editorial department and being open to those ideas. И надо создавать такую атмосферу, чтобы люди, во-первых, не боялись эти идеи выражать, во-вторых, чтобы было совершенно просто донести эти идеи до редакторов, а редакторы были для них открыты. So as designers, I sort of feel like we need to, push harder, make changes, always, push the boundaries of what's expected. А в нашем случае для дизайнеров совершенно просто общаться с редакторами. И у нас есть это ощущение, что мы всегда в состоянии, нам всегда поддерживают наши безумные идеи, наши попытки что-то сделать, чего еще никто никогда не делал. So people always ask how at the Grid we managed to create a publication that has so much content and so much detail every week. Нас очень часто спрашивают, как нам удается в ритме еженедельника выпускать каждую неделю номер, который так богат по содержанию и так богат визуально. And we only have less than 30 people on the whole staff. При том, что у нас всего в штате меньше 30 человек. That includes all editorial, all design, all web, all sales, production and interns. 30 человек включают всех, кто работает над бумажным изданием, всех, кто работает над веб-сайтом, всех, кто работает над приложением, всех, кто занимается рекламой, всех, кто занимается вообще техническим обслуживанием. So each and every person was handpicked to create the Grid. Происходит так потому, что у нас просто каждый сотрудник был штучно подобран. But when you put this many talented people together, и когда столько талантливых людей работают вместе, who are itching to create something new, и всем им хочется создать что-нибудь новое и небывалое, in an environment where taking risks is not only welcomed but it's encouraged. В обстановке, где им не только разрешают рисковать, но всячески поощряют к тому, чтобы рисковать. The bigger the risk, the better. И чем больше они рискуют, тем лучше. That's when spectacular things are bound to happen. Именно тогда происходят грандиозные вещи. И это все. Пока мы ее не публикуем, у нас как бы просто много другого материала может быть будем. А еще сколько источников этого номера? 3, включая меня. Знаете, как этого никто не делает, лучше, чтобы вы брали микрофон, а потом давайте
Вопрос по поводу рекламы. Как удается в такой, жесткие дизайнерские рамки вставлять чужую рекламу, нарисованную совершенно другими людьми, мириться с тем, что она может как-то не соответствовать духу издания? They're not. They have to stay away from the word style. Yes. На самом деле они как-то не проверяют, они хотят, чтобы эта реклама выделялась, и не была похожа на их собственный стиль. Так что если она выглядит резко противоречащей всему остальному, это то, чего они добиваются. Вопрос. Иногда рекламодатели пытаются так делать дизайн их объявлений, чтобы он как бы вписывался в стиль журнала. Мы им не разрешаем. Скажите, пожалуйста, какой процент рекламы по отношению к электронному материалу вышло для газеты на окупаемость? Вообще, сколько вообще рекламы, сколько страниц? Экономический аспект. The first one we try to do about На первый вопрос примерно 60 на 40. 60, собственно, журналистский контент, 40 реклама. But the plan for the group is now to sell ads. Но на самом деле в планы издания никогда не входила продажа рекламы. So we're creating various normal ads. В основном мы зарабатываем на другом, мы разрабатываем мобильные приложения для разных компаний. And creating events around the city. Всякие акции в городе организуем. Именно оттуда мы в долгосрочной перспективе собираемся получать основные деньги. То есть пока газета не придет? No, this year we're Вот в этом году мы должны будем окупиться. also because of this small team, we're able to work with advertisers to create custom advertising messages. Кроме того, поскольку мы маленькая такая и очень творческая команда, мы сотрудничаем с рекламодателями над разработкой их специально для них способных рекламных кампаний. This year we had a holographic cover. У нас, допустим, в этом году была голографическая обертка. Это не обложка для рекламодателей. Скажите, пожалуйста, а вот последний слайд был с графиком. Это что было? Последний слайд с графиком по неделе. И желательно каждую там точку хотел бы перевести приблизительно. He wants to, I mean, they couldn't read it, and you never voiced it, but he wants to see the chart. Yeah. Okay, this is the workload of the week. Это как распределяется нагрузка рабочая в течение недели. So this Чем как бы выше, тем больше работы. and everything's done. Окей, видите, здесь больше всего. Сейчас я расскажу, здесь написано. Значит, начинается внизу время, да, среда 2 часа дня, потом четверг, пятница, выходные, понедельник, вторник и среда. Значит, первая точка. Отправляют номер в печать, отправляют номер в распространение и отправляются обедать. Это немного работы. Потом окончательно утверждают план материала, который выйдет в следующем номере на первой полосе, а также всех крупных пакетов. Потом, значит, отсыпаются за всю предыдущую неделю. А в четверг планерка, потом начинают потихонечку редактировать
крайне медленно поступающие журналистские материалы, потом раздают задания фотографам, потом пытаются сверстать все, что к этому времени уже случайным образом готово, а потом, значит, в пятницу начинается с того, что пытаются сверстать максимум всего, что возможно, перед тем, как журналисты и редакторы смоются на выходные. Значит, потом много чего редактируют, время от времени устраивают планерки, потом уикенд, обсуждают фотосъемку, утверждают, какие фотографии пойдут в номер, потом понедельник. В понедельник сразу сваливается масса текста. После этого, значит, заканчивается верстка инфопакета или материала для первой полосы. Потом, значит, все отправляются спать вечером, да, в среду. И им снятся кошмары о том, сколько им придется сделать в четверг. А в четверг вот этот вот пик. Все, собственно, они делают. У них 3 раза больше работы, чем за предыдущие дни. Верстка, корректура, правка и все сначала. Потом, значит, начинается спор о том, что они будут заказывать в редакцию на обед, пиццу или буррито, потому что пожалуй нет времени никуда пойти. А потом они, значит, придумывают лихие заголовки на обложку, потом они делают дизайн обложки, а потом они падают без сил. Все. Спасибо за доклад, Vanessa. Такой вопрос. В чем, собственно, особенность модульной сетки обложки, в частности? Ну, как вам удается в одном стиле и в то же время разнообразить каждый выпуск? Well, I think that because it's modular every single week, that helps. Ну, как бы, модульность помогает. Каждую неделю у нас она такая. Сетка соблюдается. The language that we use, but also because it comes in the boxes, you always know the sentence. Потому что у нас как бы текст в одном стиле узнаваемый. И потому что все узнают еще газету, потому что, я не знаю, я, может быть, не очень хорошо перевела, что они делают, они вот в этих ящиках, из которых можно взять газету, они отдельно печатают обложку на глянцевой бумаге, яркой, белой, и туда вставляют вот в это окошко. Может быть, поэтому оно узнаваемо. I'm the only one doing the covers, so that makes it easier. Во-первых, только я делаю дизайн верстку обложки, поэтому и дизайн обложки, поэтому проще. And keeping some things the same, so the color palette, the style of photography, the fonts. Добиться узнаваемости. Я стараюсь палитру сохранять одно и то же, шрифт, стиль фотографии и, соответственно, модули, которые придвигаются по полосе, они одни и те же. Спасибо. Спасибо. А последний можно вопрос? Уже нельзя, да? Давай. Спасибо большое. Вы сказали, что сейчас основным источником дохода является проведение всевозможных акций, разработка мобильных приложений. Значит ли это, что какая-то появляется новая форма заработка для газеты? И какую роль в этом процессе вообще в принципе играет само издание? То есть занимаются ли этим журналисты или это какая-то отдельная команда? It's a separate team. Это занимается отдельная команда. The plan is to set up
to then change the revenue stream. That will help enable us to continue to do this, but make money doing all the things. Но на самом деле это новое издание, да, и нужно для начала было по плану, по бизнес-плану, создать сильный бренд. Именно за счет приложений и акций они будут влиять. Когда он станет сильным, всем известным и прочее, тогда можно будет менять источники дохода, может быть, на уровне. Enable lecture series, dating sites, and other things that your brand is associated Так что пока что мы работаем над массой вещей, которые связаны с брендом. Там, серии лекций, или там, сайты знакомств по нашим брендам. Спасибо, Маша. Последний. Где они взяли средства для того, чтобы начать этот проект? Well, being owned by the Toronto Star helps. Нам помогло то, что мы принадлежим издательству «Торонто Стар». Не слышно. Это Торонто Стар, это крупное издательство в Торонто, и газета принадлежит крупному издательству. Это не отдельно стоящее независимое издательство. Это крупное издательство, которое выпускает ежедневную газету Торонто Стар платно. Они выпустили вот этот ежедневник. They had an alternative weekly. They had an alternative weekly that we У них, у Торонто Стар еженедельная газета, как сказала Света, еще у них есть другой еженедельник, который выходит на уикенды. 80 тысяч тираж. What's the circulation? 80 тысяч тираж. Так, давайте, если будут вопросы, то можно будет, я думаю, в кулуарах задать еще. Просьба не беспокоить спикеров вопросом стандартным, а можно ли скопировать вашу презентацию. Все презентации, которые нам позволят скопировать спикеры, мы скопируем как оргкомитет и потом выложим. А если спикеры не будут готовы скопировать, тогда не будут готовы. В любом случае, если у вас есть интерес к газете The Grid, я думаю, что Google вам очень сильно поможет, потому что очень много публикаций про газету после того, как они победили и получили международную награду, очень много статей, интервью с Ванессой, и полосы тоже можно найти. Но мы, естественно, спросим, может быть, Vanessa нам позволит скопировать презентацию. Спасибо вам. Спасибо. Теперь только время.